Всем привет, друзья-боксерчики! Сегодня мы будем разбирать боксерские передвижения шагом, скачком, челноком, так далее, так далее. Поэтому смотрите, наблюдайте, пользуйтесь. Итак, парни, что вы должны знать о боксерских передвижениях? Ну, во-первых, передвижение в боксе всегда с ударом. Не всегда, но с ударом. Поэтому, то есть, концепция шага рассчитывается по длине вашего удара. Что это значит? Это значит то, что самый эффективный момент – это то, когда ваша стопа встала и удар закончился. Правильно? Поэтому вот шаг, он бывает разный. Бывает буквально на несколько всего лишь сантиметров выдвигается тело. А бывает так, что ты скользишь и идешь дальше к сопернику. Бывает так, что тебе надо подскочить, сделать рывок с двух ног. Бывает так, что тебе придется разноименный делать шаг на разноименную ногу и на падающем теле бить. Это очень важно. И вообще ногам в боксе уделяется больше времени, чем рукам. Потому что считается, что руки ставить проще. Хотя тут как бы момент такой спорный. И руки, и ноги, тем более руки и ноги вместе ставить, сложно. Точнее, так скажу, что нету ничего простого в боксе. На самом деле все вот эти вот вещи, они воспитываются, закаляются. То есть все вот эти вот моменты боксерского передвижения с ударом, это не просто так. Потому что это нюансы, на которых вы будете выигрывать. Если ты быстро будешь ногами, значит ты быстро будешь и руками. Также ноги нужны и для защиты. То есть первый момент – это то, когда ты с ударом идешь, и то тогда, когда ты с защитными действиями идешь. То есть либо подставы делаешь, либо блоки делаешь, либо защиту телом делаешь, все равно ты делаешь ее ногами. То есть как ни крути, и бьешь ты ногами, и защищаешься ты ногами. Поэтому материал очень обширный, очень много. И на тренировках, то есть, очень много материала вот именно связано с ногами. То есть все вот эти вот прыжки, скачки и так далее, и так далее. Вот теперь смотрите, я вам расскажу. Боксерский шаг – это вылет руки. Вылет руки – это где-то примерно от 40 до 44 сантиметров. И человеческий шаг примерно равняется, вот этому вот расстоянию. Вот здесь есть нюанс. То есть, чтобы сделать четкий шаг, правильный шаг, вы должны успеть выкинуть ручку. То есть момент вот этот вот, когда вы стопу поставили, вот этот момент, удар уже закончился. И если ты стоишь к сопернику близко, да, то ты, делаешь только вот короткую вот эту часть. И под короткую часть ты уже определяешь тело. Видишь, как он втыкается? Сразу. Раз. Видишь? Сразу движение идет. Если я вот тут уже остановился, нет смысла уже дальше толкать. То есть, есть такая штука. То есть ты можешь так сделать. Подошел, да, и уже не будет не тот эффект. Важно, чтобы момент выхода руки полный, весь. Вся вот эта вот пролетка. И движение шага у тебя сработало. Вот шаг начинается с переноса веса тела. Вот смотрите. Начинаете проминать потихонечку с ноги на ногу. Раз, раз, и потихоньку, такой микро-микро у вас должен быть. Вперед. Раз, движение, масса. Стоп, выровняйтесь на линию. Постарайтесь синхронно качаться. Пока качаемся. Пока медленно. И стопа вперед. Раз. Еще разок. За линию ромб заступи. Во. Теперь, пол стопы. Пол стопы. Теперь на месте. То есть у вас нога только чуть-чуть оторвалась от пола, и ручка полностью вышла. Раз. Стоп. Парни, смотрите, вот еще раз говорю. Что такое скорость? Метр на секунду в квадрате. Метр на секунду в квадрате. Смотрите, парни. Скорость – это когда слаженность всех ваших пружинок. Понимаете, вот это вот
И вот это вот, локоть и колено, они как, ну, только в обратном направлении стоят. То есть рука сюда сгибается, колено туда сгибается. Вот эти вот рычаги у вас должны одновременно сработать. И если нога выпрямляется, значит и рука выпрямляется. Если у вас нога согнутая, значит и рука у вас согнутая. Не всегда вы бьете на шпаге. Скорее всего, в бою полусогнутая рука остается точно так же, как и колено. И в момент акцента, вот в момент акцента, да, рука прямая и нога прямая. Крайне редко в бою это удается сделать. Ну, это как еще повезет. Поэтому в вашем случае, вот вы, например, вот раскидываете, раскидываете. Вам же надо быстрые движения делать. Раз, раз, раз. Вот как я сделал, видишь, все. Сохранился угол, сохранился угол. Надо додавить, уже быстрее ты будешь делать. Раз, 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 раз. Вот это выпад. Когда вы делаете, одна нога у вас на месте стоит, вторая тянет. Раз, раз, раз. Вот я сюда сделал скорость и сюда сделал. Одинаковая скорость. Раз, 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 раз. Итак, ногу прилепили, заднюю. Ручку подобрали. Сначала без удара. Стопу поставили. Убрали. Ручку зарядили. Вместе со мной. Назад. Вперед. Назад. Шаг. Убрали. Шаг. Убрали. Шаг. Быстро. Раз. 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 Стоп. Теперь. Раз. Два. Так. Вперед навалился. Назад. Вперед. Назад. Выпад. Назад. Выпад. Назад. Выпад. Назад. Выпад. Назад. Выпад. Назад. Выпад. Назад. Выпад с рукой. Раз. 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 Стоп. Теперь смотрите, как вторая нога. Подтягивается вторая нога. Раз. Еще раз. Вот смотри, когда ты идешь вперед, у тебя ручка вытянулась, ручка у тебя собирается, нога подтягивается. Все это делается в одно время. Раз. Еще разок. Раз. Еще раз разбиваем. Раз. Масса тела. Хорошо. Ушел. Еще раз качаем массу тела. Вперед, назад. Раз. Два. Приготовились. Спокойно, спокойно. Ты как столбик расшатался. Спокойно. Пока медленно. Ром, меня видишь зрением? Вот, вперед подал. Раз. Ручка. Отошел. Раз. 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 Приготовились. И качаем. Вперед. И раз. 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 Качаем. Делаем 3 шага вперед. И нет. И раз, два, три. Стоп, назад. Раз, два, три. Раз, два, три. Назад. Раз, два, три. Вот теперь смотрите. Когда вы идете вперед, вы толкаетесь задней ногой. Раз, два, три. Когда вы идете назад, толкаетесь передней ногой. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Теперь подкач тела. Раз, два, три. Раз, два, три. Добавляем вторую руку. Раз, два, три. Раз, два, три. Приготовились.
И промялись сначала. И раз, два, три, назад. Раз, два, три, вперед. Раз, два, три, назад. Раз, два, три. Синхронно. Раз, два, три, назад. Раз, два, три. Выровнялись? Красавцы. Добавляем правую руку. И раз, два, три. В обратную сторону. Раз, два, три. Выравнивай. И раз, два, три. Раз, два, три. Разноименный шаг. То есть говорят, вот удар на разноименном шаге. На одноименке вот он. У тебя эта нога и эта рука бьет. Разноименный – это когда у тебя, вот смотри, левая бьет на правую ногу. Раз, два, три. В момент как бы вот такого шага здесь все заточено под удар. То есть ты наваливаешься, у тебя каждый раз переносится вес тела. И причем переносится вес тела как раз в момент вот этого передвижения. Раз. Ноги у тебя как параллельно. В момент удара у тебя идет подворот ноги, и ты переходишь на другую сторону. То есть, ну, как говорят, да, елочка. Раз. Видишь как? Момент разворота. Раз. У тебя ручка выстреливает. Раз. Раз. Вот это передвижение, как правило, вот если хочешь догнать соперника, вот так вот, пока ты будешь его догонять, никогда в жизни не догонишь. А когда начинаешь его с двух ног, вот как Тайсон любил делать, вот в его исполнении просто вот разноименный вот этот вот удар просто бесподобный. И вот как в обычной жизни. Вот ты догоняешь соперника вот так. Стоишь, раз, и пошел его догонять. Во-первых, из-за того, что тебя как со стороны в сторону ведет, то есть, да, то есть сила твоего удара, инерция твоего удара постоянно увеличивается. Вот почему говорят, что в боксе пятиться нельзя, отступать от соперника нельзя. Ну как, можно, то есть первая защита боксера – это шаг назад. Но вот ты шаг назад сделал и как бы на сторону стремишься уйти. Потому что каждый, если он, не дай бог, разгонится, особенно в елочке, если вот он на разноименном шаге разгонится, у него с каждым шагом сила удара будет возрастать, возрастать, возрастать. Но есть один минус у этого передвижения. Вот это вот передвижение, оно не такое, ну, как бы емкое по силам. То есть по затратам сил оно даже больше как экономичное такое. Когда ты начинаешь на разноименную ногу шагать, усилий ты делаешь больше. То есть у тебя больше усилий идет. Соответственно, и устаешь ты быстрее. Поэтому есть время и есть место, когда ты делаешь все на одноименном шаге, ну, на простом обычном боксерском шаге. И есть время, когда ты соперника уже поджимаешь. И здесь очень тяжело уйти на сторону. Вот практически от елочки, да, ну, ты не спасешься. То есть, если попадешь вот в этот ударный коридор, попробуй сейчас на сторону встретить тоже ты не сможешь. Потому что, еще раз говорю, сами передвижения, они очень мощные. Встретить это когда, ну ты точно знаешь направление передвижения. Вот когда ты идешь шагом с одним, тебя легче встретить. А когда ты со стороны в сторону идешь, ну так вот, я замер здесь. Вот я уже здесь. Вот я уже здесь. Я иду с ударом. Понимаешь, и под удар я прячусь. Вот я прячусь под ударом. Видишь? Ну попробуй тут встреть. Это крайне сложно сделать. Какой тогда способ защиты от елочки? От елочки великолепный есть способ защиты. Например, циркуль. Например, сайдстеп. Например, есть вот такой вот момент, когда ты просто под соперника подсаживаешься и просто в клинч входишь. Останавливаешь уже его своим телом, сокращая дистанцию. Потому что, еще раз говорю, вот самая опасная дистанция, разгонная дистанция, это то, когда ты уже с дальней дистанции подходишь на среднюю дистанцию.
Вот сложность вся вот в этом. Поэтому и так много передвижений, так много шагов. Первую часть, да, ну здесь ты как можешь, как разведывательная такая часть. Понимаешь? Но если у тебя уже тотальное наступление, ты с разноименного шага уже начинаешь мочить. Вот как бы нюанс. Есть еще такой, ну вот говорят, да, там, скользящий шаг. Что это такое? То есть ноги боксер не поднимает. Нету такого, чтобы ты вот так вот ходил по рингу. Это неудобно. Поэтому у тебя ноги как бы скользят. Вообще говорят, что это пришло к нам от кубинского стиля. То есть на самом деле, то есть до Советского Союза на Кубе уже был бокс. Чтобы там не говорили и так далее, и так далее. Были там и чемпионы, и очень славные чемпионы были. Просто советская система, она классифицировала кубинскую школу. Ну и, безусловно, там влияние, как бы вот, ну, некоторых на тот момент современных вот этих вот элементов, типа там скачка или там вот челнок там и так далее, и так далее. Опять-таки же, скользящие удары, то есть они настолько четко выполняются, то есть самим вот этим шагом остановка, остановка, остановка. Рука остановилась, нога остановилась. Не так, что нога остановилась, у тебя тело еще идет. Такое тоже может быть. Там некоторые боксеры, они специально с опозданием бьют. То есть он передвинулся и ждет, выжидает. Пока тот привык, что постоянно с ударом он его теснил, он раз защитился, и вот в эту паузу, когда что-то удара нету, он начинает расслабляться, тухнет и бах. Есть такое, это уже тактика. Мы сейчас говорим о классических передвижениях. Их вообще не так много. Там, если вот так по классификации брать, порядка 8-9 передвижений. Если мы как бы, и челнок возьмем. Потому что у челнока тоже есть два вида челнока. Когда ты челнок делаешь практически на месте, то есть без вот этого вот маневра, здесь только у тебя перенос веса тела. Ты как на месте это делаешь. И есть, когда ты реально на стопу перепрыгиваешь. Челнок всегда делается на носочках. Ноги как бы внутрь немножко подкашивают. То есть это тоже очень важная вещь. Потому что если у тебя ноги вот так будут, вообще неудобно. Они как бы вот здесь сводятся. То есть они вот в этой части сводятся. И вот ты должен на челноке понять, что значит расслабиться и что значит напрячься. Потому что здесь ты расслаблен, и тут же ты можешь, тут же можешь. Раз, раз. Поэтому есть скачок. Элемент скачка. Когда вот ты его освоишь, да, вот стоишь, расслабился, вот как только соперник начинает какое-то действие, ты скачком его. Раз, 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 раз. Обрати внимание, что при скачке у тебя две ноги взрываются. Взрываются как две ноги, так и сразу рука взрывается. Бам, 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 бам. Вот я успеваю рукой ударить, я здесь. Руку начинаю оттягивать, я уже здесь. Бам! Видишь? Бам! Как ноги остановились, рука остановилась. Рука пошла, пошло обратное действие. Бам! 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 Вот смотри. Вот если есть передвижение вперед, назад, влево, вправо. Как с ударом это сделать? Простое передвижение. Покажи. Вперед, назад, влево, вправо. Правильно, молодец. То есть у тебя получается система, что левой ногой ты толкаешься, бьешь справа. Правой ногой ты толкаешься, бьешь слева. Вот это вот разноименная вот эта вот система. Лучше всего, чтобы путаницы не было, ноги фронтально поставь, прямо передо мной вот так, чтобы ты видел меня. Вот смотри, вот движение, вот движение. Также можно делать выпад, 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 выпад. Теперь смотри, вот твои руки. Делаешь выпад, 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 выпад. Теперь смотри, вот с этого положения делаешь вот эту ногу, левую ногу, выводишь на правую руку. Делаешь раз, раз, раз,
Раз, раз, раз. Пробуем. Еще раз. Больше, чем стопа, не двигай. Потому что иначе у тебя ноги вытянутся, у тебя все, ни переноса веса, ничего не будет. И с устойчивостью тоже будет проблема. Почему вот с этой стойки фронтально? Только для того, чтобы ты понял, где находится твой вес. Итак, вес сюда, вес уже сюда. Вот, отлично. Только не растягивай ноги. Вот, больше, чем стопа, тебе нельзя идти. Пол стопы, стопа максимум. Во, уже идеально. Теперь вот с этого положения в сторону, назад, вперед, в сторону, выровняй тело. Раз, 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 раз. Теперь эта рука бьет, эта нога ведет. Раз. Еще раз. Раз. Еще раз. 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 Ножку чуть-чуть под направление своего удара подведи. Во, пошел второй. Вот, стоп. Выравниваешь. Вот это вот как бы геометрия ног, ну, многие как бы, да полная фигня. Нифига не фигня. Вот в этих вот механизмах, да, подкрутах ног очень много скрыто. Заваливать нельзя. И наоборот, если ты не докрутишь ногу, у тебя не будет силы в руке, в самом направлении. Система работает на подъеме. Скручивается только в определенных случаях. Скручивается в сайдстепе и скручивается в разноименном шаге. Когда ты реально за счет подкрута набираешь инерцию. Потому что одним подъемом стопы ты такую инерцию не наберешь. Поэтому и есть вот эти вот все вещи. Раз нам на подкруточке. Почти на месте. Вот оно. Раз, раз, раз. Вперед, раз, назад. Вперед, назад. Вперед, назад. Это подводящее упражнение. Итак, ноги. Леш, чуть-чуть сюда. Не-не-не, поближе. Так, чтобы ты его видел, ты его видел. Видите друг друга? В свою стоечку встаньте. Делайте сначала выпад скользящий на стопу. Вперед с ударом левой руки. Раз. 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 Теперь смотрите. Делайте на одном элементе шага 2 удара. Раз, два. Догнали. Раз, два. Догнали. Раз, два, 3. Итак, приготовились. На одном скользящем 2 удара. Раз, два. Догнали. Одна вышибает вторую. Бам-бам! Приготовились. И раз, два. Вернулись. Вот смотрите, парни, вот вы можете, да, раскачивать тело. Это в самом начале. Сейчас вы как колом вбитые. Как только команда пошла на удар, вы мгновенно вперед реагируете. Вы уже можете переносить вес тела с левой на правую, верно? Поэтому вот с этого положения, как взрываетесь, прям врываетесь. Раз, два, назад. Раз, два, назад. Раз, два, 3, назад. Раз, два, назад. Раз, два, назад. Ну, это уже чуть-чуть посложнее. Ваша задача. Раз, два, вернулись. Раз, два, вернулись. Раз, два. Раз, два. То есть первый вы делаете за счет переноса веса тела, удар получается сильный. Второй вы делаете за счет плечей. Вот этой вот смены плечей. Догоняете, удар вдогонку. Раз, два. Раз, два. И смотри на отшаги. 3. И раз, два, 3. Что тут сложного? Раз, два, 3. Интонацию слышишь? Приготовились? 2 удара на одном шаге. И раз. Вот это замечательно. Еще разок. И раз. Еще раз. И раз. Парни, синхронно. Приготовились?
И раз. Вернулись. И раз. Вернулись. И раз. Вернулись. И раз. Вернулись. Теперь 3. Третий делаете на возврате. И раз, два, три. И раз, два, три. Видите, как все просто. Мы будем продолжать разбирать ноги и дальше, потому что материала очень много. И пойдем с точки зрения от простого к самому сложному. Поэтому наблюдайте, следите за нами. Всем добра, любви. До новых встреч.